Итак, здравствуйте. Это обзор моего аккаунта, которому уже почти 2 года игры, и который имеет 60 ранг приключений. И хоть я получил 60 ранг около 2 месяцев назад, обзор все равно надо делать. Так что, поехали. Собственно, вот все мои персонажи. Из всех отсутствующих персонажей я бы хотел получить Нахиду, Какоми, Чжун Ли, Венти и Кли. Если говорить про инвентарь, то вот все мое оружие. Но артефакты, их много, даже с учетом того, что я их сортирую. Ну а еще я любитель собирать достижения в играх. Их у меня на момент записи 783. Также я стараюсь зачищать все локации на 100%. Не успел закрыть только Суммеру, но это в процессе. Ладно, переходим к обзору персонажей, и начнем мы с моей любимицы Яе Мика. Она была моим любимым персонажем еще со времен игры Honkai Impact. Там есть, скажем так, оригинальная версия Яе Мика под именем Яе Сакура. И когда Мика показали в сюжетке Инадзумы, я решил, что буду выбивать ее 100%. Поэтому по сей день она также является самым дорогим персонажем среди остальных. Характеристики у нее такие средние, но мы работаем над этим. Оружие, очевидно, сигнатурное. Артефакты 2+2. Созвездий 6. Да-да, именно 6. Недавно вот получил их. Кто не знает как, посмотрите ролик у Акса, ссылку оставлю в описании. Таланты все короновал. Кто бы сомневался, учитывая, как я рассказываю о ней. В общем, едем дальше. Далее у нас моя вторая любимица в игре, Джин. Она была моей самой первой легендаркой в игре. Получил ее во время первого появления баннера Ся. Его я не выбил, но расстроен не был, скорее наоборот, был даже больше рад, чем выбил бы Ся. Она мне понравилась как характером, так и игровым геймплеем. Использую по сей день. Характеристики тоже средние, с учетом того, что стат при возвышении не крит, и оружие не критовое. Оружие меч Сокола, вроде как сигнатурным считается. Артефакты также 2+2. Созвездий всего одно. Хотелось бы больше, но увы. Таланты однозначно тоже 10. Далее Райден. Ее я выбивал по той же причине, что и Яе Мика. Она есть в игре Honkai Impact. И как с Яе Мика, у ее оригинала схожее имя Райден Мэй. И как в Геншине, так и в Ханкае они связаны. Характеристики более-менее, но мало, надо бы побольше. Оружие сигнатурное. Выбил его во время второго рерана. Артефакты Full эмблема. Созвездий нет, но хочу на реране попытаться получить С2. Таланты все девятки, но скоро их тоже короную. Хутао. Была моим вторым персонажем. Выручает всю игру на пару с Джин. Как было актуально в то время, до сих пор ею и остается. Характеристики, ну наверное неплохо. Можно больше, но там кубок надо выбить. Оружие и посох Хомы. Как и с Райден, также выбил во время второго рерана. Артефакты Фул Алая Ведьма. И Алую Ведьму я ненавижу. Я за 3 месяца ее фарма не выбил ничего особо нормального. И когда я выбил кубок на первый урон с этого сета, я поставил его и покинул это подземелье далеко и надолго. И все равно, что в кубке нет критов, зато там в все упало. Созвездий пока нет, но в будущем планируется один. Таланты все десятки.
Иолу я выбивал как физ дамагера, и даже если физ урон в игре не очень славится, я все равно рад, что выбил ее. Ну и плюс Джин нужна была подружка. Ее характеристиками я доволен. Оружие сигнатурное. Артефакты Фуллель, бледный огонь. Созвездий 0. Таланты все 10-е. Кадзуху я выбил случайно. Изначально я его не хотел, но время баннера по приколу нажал 1/10 и он мне выпал. Но я очень рад тому, что он мне упал. Самый лучший саппорт в игре. Оружие стальное жало, сигны нет, к сожалению. Артефакты очевидно Фуллель, изумрудная тень. Созвездий 0. Таланты 9. Про Аяку я узнал еще на релизе игры, когда ее показали в самых первых тестах игры, и тогда я понял, что буду ее выбивать. Характеристики неплохие, но хотел быть шанса крита побольше. Оружие сигнатурное. Артефакты Фуллель сет, заблудший в метели. Созвездий нет. Таланты 9, короновать пока не планирую. Елань. Ее я выбил просто потому, что она лучница, ну и потому, что нужен был сильный гидросаппорт под Хутао и будущую Емию. По характеристикам в целом я доволен. Оружие сигнатурное. С ним мне повезло, выбил на последних днях и открученных 75 крутков. Артефакты 2+2. Эмблему думал, но все же нет. В плане урона этот набор показывает себя лучше, а восстановление в нижних статах добит. Созвездий тоже нет. Таланты все 9. Емию я выбил на ее первом реране, так как в прошлый раз выбрал Аюку. Ну и плюс она лучница. Характеристики мне ее нравятся, особенно с учетом того, что оружие без крита. Оружие ржавый лук. Сигну не выбил, так что ходим с тем, что имеем. Артефакты воспоминания Сименавы. Созвездия отсутствуют. Таланты 9. Шэньхэ я выбил по тупой, но достойной причине. Самые большие пиксели в игре. Слава Вейфу геймингу, ну и нужен был крия-саппорт. Оружие нефритовый коршун. Сигну я проиграл, так что бегаем с этим. Артефакты 2+2, все на силу атаки. Созвездий нет. Таланты 9. Гань Юй я хотел еще с самого первого баннера, однако в тот момент я только начинал играть, а ее баннер наоборот заканчивался и я не успел. На реране пришлось скипнуть из-за Шэньхэ, но на третий раз я ее наконец-то получил. По характеристикам тут все круто. Хоть у меня Ямика и самый любимый персонаж, однако удачи в статах досталась Гань Юй. Оружие небесное крыло. Сигну я не успел выбить, примагемы кончились. Артефакты ансамбль, а другого ей не надо. Созвездий тоже нет, но не думаю, что они ей прям нужны. Таланты все 9, насчет коронации все еще думаю. Моно. Когда я получил ее, я был рад этому, ведь ее ульта это нечто. Особенно для тестов урона и становления новых рекордов.
По характеристикам слабо, но как саб ДД, пойдет. Оружие и песни странника. Артефакты Full эмблема. Созвездие 2, да и все. Ну а таланты 9. Делюка я получил со стандарта в тот же день, что и Хутао. И прокачал его, так как других ДД не было. Джин в то время была саппортом. Характеристики у него ужасные, но честно. Я устал тогда фармить алую ведьму. Оружие, как ни странно, у него волчья погибель. И также со стандарта. Артефакты алая ведьма. Кто б сомневался. Созвездий 2. Не помню откуда, но есть и ладно. Таланты, как и у большинства, 9. Тигнари получил во время рерана Яемика. Так что его прокачка в процессе. Скоромучу тоже недавно получил. Так что он тоже на стадии прокачивания. Элои, ее я прокачал просто, потому что захотел. Ее никто не любил, ею никто не играет, все ее обижают, вот и решил прокачать. Пусть будет хоть у меня в прокачанном виде. Характеристики средние, но сойдет. Оружие ржавый лук. Да, второй.
Я и сам не знаю. Я пока снимаю такое, которое приходит в голову, и постоянной тематики нет. Я в ее поисках. Также мы все еще учимся нормально монтажировать видео, и по ходу дальнейших роликов могут быть косяки, так что заранее простите. На этом все, до новых видео.